Наш балкон для средней квартиры, я думаю, очень большой. Но с тех пор, как мы сделали в квартире ремонт, мы используем балкон не на все 100%. Жена иногда здесь занимается йогой, зимой мы любим постелить какой-нибудь матрас и валяться на теплом полу. Но все же здесь почти 5 квадратных метров полезной площади, и ее нужно использовать с умом. Здравствуйте, меня зовут Виталий Пуртов, я приветствую вас в своей мастерской My DIY, и сегодня мы будем менять старый подоконник на балконе. Буду делать из него большой стол, чтобы можно было не только с утра насладиться чашечкой кофе, но и поработать за компьютером. Конструкция будет предельно простая. Это будет две тумбы под стулья, похожие на стеллажи. Они будут подпирать новый длинный подоконник. Весь процесс изготовления сводится к подготовке бруса сечением 4 см. Это будет основной материал для изготовления. Забавно, но когда полгода назад я покупал нестроганную доску, я планировал из нее сделать подоконник деревянный для того же балкона. Хотел склеить из нее щит. Но мои подписчики меня отговорили, и я решил сделать подоконник пластиковый, все-таки он будет практичнее и легче. А подоконник из сосны очень быстро бы пришел в негодность, и через год-два пришлось бы его заново переделывать. Ножки я планировал сделать металлические, заказать в каком-нибудь мебельном магазине. Смущал один момент, то что сверху подоконника будет светло, а внизу будет темно и пусто. И в процессе размышлений на эту тему родилась идея сделать небольшие шкафчики, полочки или, можно сказать, стеллажи. Тем самым мы убьем двух зайцев и используем полезную площадь, и место не будет выглядеть пустым. Как это все сделать, я долго не думал. Решил пустить весь приготовленный материал для изготовления бруса. Этим сейчас как раз и занимаюсь. Предварительно все выровняв на рейсмусе, распиливаю много одинаковых деталей. Это будет два ящика, два стеллажа, они будут совершенно одинаковые, и поэтому будет множество повторяющихся деталей. Единственное, будет немного отличаться ножки, это все из расположения плинтуса. Заранее измерив плинтус, я на каретке выбираю паз, чтобы ножки прилегали к стене вплотную. Теперь перехожу к изготовлению полок для своих стеллажей. Я решил сделать их как можно тоньше. Мой рейсмус позволяет пропускать на заготовки 5 мм толщиной, и заготовки для моих полок будут примерно такой же толщины. Подготавливаю доску, выравниваю на рейсмусе, и потом буду пропускать ее вдоль по пласти. Тем самым я из каждой делянки получу две полки. Перед продольным резом я сначала разрезаю все доски в размер. И чтобы размер у всех досок был одинаков, ставлю упор. Далее слабонервно прошу не смотреть. Метод распуска доски таким образом очень опасный, и правильнее для этого использовать ленточную пилу. Но у меня ее нет, поэтому приходится рисковать. Но вам я категорически не рекомендую это делать. Далее каждую заготовку я уже финально пропускаю через рейсмус. Так как я использую сосну, толщина доски все-таки маловато для нее. Я думаю, что эти полки может в будущем повести. Далее задаю всем заготовкам одинаковую ширину. Все заготовки готовы, теперь можно переходить к сборке. Собирать я буду на свой любимый косой шуруп. Конструкция стеллажа достаточно простая, и это соединение вполне оправдано для этой конструкции. Все-таки это стеллаж, а не кухонный гарнитур, например. В общем, сейчас меня ожидает длительный процесс просверливания всех заготовок. Всего заготовок получилось около 30, и на каждой пришлось сверлить по 8 отверстий. И по окончанию сверления у меня уже были такие внушительные мозоли на правой руке. Это говорит о том, что сверло уже затупилось, и его пора менять. Вот, собственно, все заготовки уже готовы. Можно переходить к сборке. Чтобы соединять было немного проще, я решил собрать небольшую конструкцию, упор под углом 45 градусов. Во время закручивания саморезов можно будет прижимать заготовки и одновременно следить за тем, чтобы угол был ровный. Дополнительно соединение буду промазывать клеем. Клеем необычный ПВА. Недавно один из подписчиков раскритиковал, что такие торцевые соединения нельзя клеить обычным клеем ПВА. Так что, ребят, подскажите, какой клей использовать для таких соединений. Хоть упоры я и собрал, все-таки соединение косой шуруп требует еще более прочного соединения во время закручивания.
и детали друг к другу нужно прижимать еще сильнее. Наверное, так и придется купить со временем струбцинный крэк, потому что соединение это я полюбил и хочется его почаще использовать. Но я думаю, все равно соединения удались и конструкция будет вполне прочной. Осталось повторить эти манипуляции еще 3 раза. Боковые части конструкции уже готовы. Переходим к сборке. Сначала я переживал, что у меня будет недостаточно упоров, то я недостаточно сожму все заготовки. Потому что ширина у них порядка 80 сантиметров, а F-образные струбцины у меня максимум 50 сантиметров. И когда я собирал первую полку, я использовал также упоры и старался руками сжимать покрепче детали. Но потом я вспомнил, что у меня же есть трубные струбцины и длина у них метр. И вот тут мне стало намного проще собирать. Процесс пошел быстрее и веселее. Сборка каркасов закончена, осталось прибить полочки. Буду их прибивать финишными гвоздями. Нагрузки на эти полки существенных не предусматривается, поэтому обойдусь 2 гвоздями на каждую досточку. Когда-нибудь у меня будет пневматический гвоздезабиватель или шпилечник, и процесс будет намного быстрее. Переходим к покраске. Как всегда, я буду колеровать маслом Мартьянов. Очень мы полюбили колер уголек. Преобразует дерево, придает ему черно-коричневый цвет, приятно состаривает древесину. После предварительного выкраса с помощью губки и в течение получаса я покрываю оба стеллажа. Результат, как всегда, меня порадовал. Почему-то именно этот цвет, он никогда меня не расстраивает и всегда получается как надо. Оставляю масло высыхать примерно на 2 часа. За это время я демонтирую старый подоконник. Старый, ему-то всего 3 года. Пришлось приложить достаточно усилий. Старый подоконник пена держал очень крепко. Так как балкон у меня угловой, соединение 2 частей подоконника нужно делать под углом. И чтобы перед распилом сделать правильную разметку, я решил не изобретать велосипед, взял и скопировал угол со старых подоконников. Я так все рассчитал, что края подоконников будут лежать на стеллажах и не будут прогибаться. Но самый дальний угол подоконника остается без опоры, и я решил прикрутить туда брусок. От этого бруска будет идти поперечина, и подоконник будет лежать на ней. Приступаю к монтажу нового подоконника. Буду крепить на монтажную пену. Перед нанесением пены обязательно смачиваю всю поверхность. Пену я держу, наверное, 2-й раз в жизни, поэтому, скорее всего, ошибся с количеством пены. Где-то я нанес слишком много, а где-то, возможно, и
ее будет недостаточно. Но об этом я только зимой знаю. Устанавливаю подоконники. Это я делаю вообще первый раз в жизни. Но, как оказалось, не такая уж сложная задача. Так что, когда буду строить свой дом, скорее всего, сам буду окна устанавливать. Теперь ставлю свои тумбочки-стеллажи на свои места. Стеллаж, который прилегает вплотную к кирпичной стене, я решаю закрепить. Так, думаю, будет надежнее. Теперь соединяю оба стеллажа поперечинами. Также буду соединять на косой шуруп. Также соединяю самый дальний упор, предварительно подготовив поперечину. Возможно, вы спросите, как так? Хорошо ли будут смотреться открытые полки на балконе? Но мы это все продумали и будем оформлять это в деревенском стиле. На оба стеллажа жена сделает со временем занавески. А вот с креплением для этих занавесок нам пришлось побегать, чтобы их найти. Сначала попадалось все очень громоздкое и тяжелое, но потом нам повезло, мы нашли деревянные шпильки и крепления для штор пластиковые и как раз под размер этих шпилек. Осталось только придумать, как это все закрепить. Монтажные работы окончены, можно снимать пленку с подоконника и сделать финальный штрих, промазать все щели герметиком. Вот часть работы на балконе закончена. Во время монтажа появилась идея перенести сюда вообще компьютер. Компьютерным столом, конечно, можно назвать только натяжку, но я думаю, места будет достаточно. Я уже даже успел для системного блока прикрепить полочку. Да, кстати, следующим проектом, скорее всего, будет изготовление барных стульев. Пока пришлось поднять свой табурет с мастерской, потому что уже не терпится пить чай перед окном, наслаждаясь видом.